Всем привет! Продолжаем наши псевдогайды. Итак, второй дубль, так сказать. Ибо первый раз вот я сейчас все это сделал, все, о чем мы сейчас будем говорить, и это вышло на 40 с лишним минут. Меня это не устраивает, поэтому я просто сейчас расскажу, что именно я сделал, что, почему и так далее, потому что рассказывать и делать оказалось очень долго. Итак, для начала у нас есть же наша компонента, правильно? И мы ее здесь добавили, у нас она в персонажей, и нужно статы назначить. То есть 100 хп макс 100, реген, допустим, 1, 100, 101, 100, 101, да, то есть у нас реген всего по единичке и все по 100, то есть максимальная текущая 100, чтобы он сразу его задал. Итак, дальше, что у нас было? У нас прогресс-бар был, и пока не забыл одну вещь. У нас был назначен в get main hood null pointer, нужно передать наш main hood, который мы указатели именно создали, вот этот вот main hood, мы его здесь return делаем. Все, то есть чтобы когда мы выполняли метод get main hood, мы могли получить его. Итак, хорошо. Что у нас было? У нас были три кубика, то есть это наши были прогресс-бары, которые были пустые, но их нужно было как-то назначить. То есть как-то, чтобы они вот были именно вот такими вот, как сейчас, да, то есть цвет задан был разный, заданы были значения. Но как это сделать? Во-первых, у нас находился тут только прогресс-бар. К прогресс-бар я обернул в оверлей. Это можно сделать было вот таким вот образом. В RavVis оверлей где-то тут находится, оверлей, и вот его. И, соответственно, сюда мы можем добавить уже текст-блок. Соответственно, оверлею, точнее, прогресс-бару мы ставим растянуться по всему, а этому ставим строго по центру. Но нам надо задавать как-то извне вот эти вот параметры, конкретно прогресс-бар, то есть вот эти вот значения и цвет. Как это делать? То есть мы нажимаем вот сюда, вот, чтобы сразу перейти в наш header файл, ну и чтобы в C++ мы просто вот можем любой метод выбрать и этот. Итак, вот мы здесь работаем. То есть создаем указатель на progress-bar, uProgress-bar, создаем текст-блок на текст-блок наш, да? Создаем текст-блок на текст-блок, чтобы у нас был доступ к ним. После чего создаем два поля. Это fText, progress-bar text, и fLiner color, progress-bar color. Для того, чтобы мы могли их задавать извне. То есть они находятся у нас вот они здесь, в main-худе, вот тут вот они. Progress-bar text и progress-bar color. Итак, хорошо, мы их создали. После этого нам нужно, чтобы мы видели применение в самом редакторе, нам нужно метод создать, точнее override сделать virtual void native preconstruct. Это тот метод, который будет триггериться на каждое изменение в редакторе, и раньше begin play произойдет, когда мы запустимся. То есть вот если мы заходим и здесь пишем, допустим, в конце 200, и вот здесь оно сразу применяется. Это как раз таки вот этот вот метод делает. Хорошо, вот native preconstruct, мы его создали, прописали супер, чтобы был вызван родительские всякие штучки, которые ранее. И progress bar, у него есть такой метод, как setFillColor and Opacity, который как раз таки в себя и принимает значение fLiner color, которое мы передаем progress bar color, который мы указали ранее. Ну и с текст-блоком такая же история, setText, и передаем текст, который есть. Здорово, мы это сделали. После этого мы создали метод updateInfo, который в себя принимает два флота, maxValue и currentValue. И что он делает? Он в прогресс-баре вызывает setPercent, который передает такое значение, как currentValue, деленное на maxValue. И мы сможем это сделать так, чтобы вот эта полоска заполнялась правильно, попроцентно. То есть если 50, она будет наполовину заполнена, и 75 там
75% будет заполнено, ну, понимаем, да, смысл. Дальше нам нужно создать текст, но дело в том, что текст сам принимает в себя конкатенацию, то есть складывание вот этих строк, оно здесь по стрингу делается, а нам надо передать именно f-текст. И поэтому была такая запись сделана, что мы пишем f-текст from string. Мы говорим о том, что мы его преобразуем в f-текст, string, после чего мы создаем string. Вот первый string пошел. Мы из инта, но здесь мы передаем float, но дело в том, что нам не нужен остаток, то есть вот эти вот запятая, то есть, допустим, 10.2, 3, 5 и так далее, нам не надо, чтобы они отображались. Поэтому здесь неявное преобразование идет. Float в int. То есть он возьмет и обрубит вот этот вот весь остаток, после чего мы добавляем вот эту черточку с пробелами. И еще раз плюс max value. То есть, чтобы у нас было записано текущее, условно, 50/100. То есть 50 из 100. Ну и set блок, set текст передали, вот этот текст, который мы заполнили здесь. Этот update info будет вызываться в тот момент, когда нам это надо. То есть если нам надо, чтобы health пополнился, мы вызываем вот именно в health, конкретно в main HUD. Вот у нас есть health bar. Теперь мы можем из health bar вот этот вызвать метод update info и передать туда значение, и он у нас изменится. Потом нужно было сделать вот эти 3 кубика, которые здесь, перетащить их здесь, сюда. Создали vertical box, выбрали ему anchor, то есть это якорь, от которого будет вестись отсчет. То есть выбрали вот этот вот, чтобы он слева снизу вел. Ну, вы можете любой там выбрать, от центра отчитывать, от верха, слева, право, низ, вверх. После этого мы 0.5 задали, это означает, что отсчет вот этих всех координат будет идти от центра самого объекта, с которым мы вот работаем, то есть vertical box в данном случае. Ну и задал ему эти самые не координаты, а size x и size y. После чего перенес в этот vertical box наш health bar, stamina bar и mana bar. Вы можете как угодно их там ставить, то есть размещать. И вот такая вот история будет. Ну и задал значение. Это по стандарту просто, потому что сам текст мы будем задавать по коду. Но это так визуализация. И цвет. Цвет конкретно этот цвет, который мы создали и который мы туда передаем, это цвет именно заполняемый. То есть не тот, который сзади расположен вот здесь вот. То есть, если мы посмотрим, на данный момент у прогресс-бара тут стоит 50%, то есть заполнение вот это вот дергается, она тут. Вот, но это за счет того, что текста очень мало. Мы можем текст дать больше, все равно нам это тут вот такое вот сделать, чтобы для наглядности, да? И вот, то есть, вот так вот мы его поставили, чтобы понимать, какой цвет этот, какой не этот. И вот тут вот в стайле можно задать и тот цвет. Ну, тем не менее. В общем, мы добавили их, вот они у нас есть. Но теперь-то нам надо их заполнить, потому что толку от того, что они просто есть. Нам надо, чтобы они что-то отображали, а конкретно наши хп. Возвращаемся в state master component. И у нас был метод increase state элемент. Кстати, там ошибка была в increase CES. В общем, исправлена. Создаем метод decrease state элемент. Можно опять же все это в один метод уместить, как я и говорил, но для наглядности лучше все-таки 2, чтобы мы четко понимали, что вот этот вот для увеличения работает, этот на уменьшение работает. Хорошо, мы создали второй метод, и я решил создать третий метод в private, change state элемент. В чем суть? В increase state элементе у нас вызывается change state элемент просто, мы просто его вызываем. А в decrease state элементе методе мы вызываем тоже change state элемент, только дописывая минус. Это будет означать, что мы разворачиваем это значение. Можно было и сразу в одном методе, то есть просто change state элемент оставить и минус вызывать, но это не явное поведение метода. Это можно запутаться потом. А здесь мы четко знаем, что increase мы увеличиваем, decrease мы уменьшаем как бы. Да? И здесь мы его разворачиваем. То есть он-то делает одно и то же, все делает одно и то же. Здесь, ну, пока
В общем, одно и то же, просто мы разворачиваем значение. То есть получается, что когда мы сюда передаем 10, мы его разворачиваем, получится минус 10, и когда мы к нашему значению приплюсовываем минус 10, то же самое, что мы его отнимаем. Понимаем, да? Математика. Все дела. Хорошо. Change state элемент. У нас здесь, на вот это пока не смотрим. У нас здесь что было? Мы проверили contains, после чего вот этот find плюс, ну а так как там в декрисе минус, у нас будет минус, если это декрис, и все. Но нам надо теперь зафиксировать эти изменения и понять, что именно у нас отнялось. У нас отнялись хп или у нас отнялась манна, и нам нужно это отобразить. Вот тут есть некоторый момент. Для того, чтобы это сделать, нам нужно пройтись такой путь. Нам нужно обратиться именно к этому прогресс-бару, который находится в мейн-худе. Вот этому health-бару, если у нас изменились хп. Как это все делается? Нам нужно вначале получить овнера, нашего чарактера, если мы из компонента это делаем, да? После этого нам нужно получить контроллер. После этого нам нужно получить mainHood. А после этого нам нужно получить вот этот health bar. И из него уже сделать вызов. Что здесь и происходит. Но мы не можем просто взять и получить его. Нужно сделать так называемый каст. То есть приведение типов. У нас getOvner возвращает актора. Обычно. Просто актора. Но наш character, у него в родителях как раз таки вот этот актор. И нам нужно сделать приведение типов. Каст. На нашего character именно. Чтобы мы могли достать из него именно контроллер. Потому что у актора не существует контроллера. Хорошо. Ну, тут можно, конечно, немножко схитрить. Можно такую... Ладно, я, наверное, сейчас вас запутаю. Ну, в общем, можно там на контроллер обычный кастануть, чтобы это быстрее было, потому что каст — это напряженная такая история. То есть это такая не массивная функция, метод, а... Ну, в общем, напряжная. Ее найти лучше не вешать, скажем так. Так вот, вот тут вот getOvner происходит. Это то же самое, что и cast. То есть мы можем вот так вот записать. Это потому, что это шаблонный метод, и там как бы cast происходит. Но это то же самое, что если бы мы записали вот такую вот вещь. То есть cast вот этот вот getOvner. getOvner. Соответственно, вот это вот и вот это одно и то же. Но зачем писать вот это вот, которое очень длинное, если уже getOvner внутри там и так это делает, и мы спокойно его передаем. Хорошо. Мы его преобразовали. После того, как мы его преобразовали, нам нужно проверить результат. Правильно или неправильно. Потому что если у нас не получилось преобразить, то есть мы у этого актора пытаемся его сделать приведение типов на класс, которому он не является, у нас будет null-pointer возвращен. То есть вот этот character, который мы здесь записали, здесь был бы null-pointer. А если мы в дальнейшем из null-pointer что-то попытаемся достать, у нас просто-напросто все схлопнется. Вот. А мы же не хотим, чтобы у нас все схлопалось. Поэтому мы делаем проверку, после чего мы из контроллера уже достаем, точнее, делаем контроллер, получаем. Из character достаем getController. И тоже делаем такое же приведение типов, то есть кастом внутри находится. Потом нам надо проверить контроллер. И вот с помощью такой записи мы вначале что делаем? Проверяем контроллер. Если контроллер null-pointer, мы делаем return. Потом мы из контроллера достаем наш getMainHood, вызывая метод, который возвращает у нас, если мы нажмем Ctrl-Shift-пробел, getMainHood. Вот он возвращает uMainHood. После этого мы из mainHood уже должны проверить health bar. Не null-pointer ли он, потому что это все указатели. Вот. И если кто-то здесь окажется null-pointerом по пути, то как только первый схватит false, точнее true, потому что null-pointer у нас возвращает false, мы его разворачиваем, он превращается в true, то у нас будет return. Хорошо. И после всех этих проверок мы можем взять и вызвать health bar, update info, передать туда наше максимальное значение и передать текущее значение. Current. Хорошо. Здорово. После этого для теста я сделал два таких таймера. Что такое таймер? Это очень вкратце, сейчас потом тоже вернемся к этому. Ну, потом, это потом имеется в виду.
Это такая штука, которая позволяет раз в какой-то промежуток или через какой-то один раз, или постоянно выполнять какое-то действие, то есть которое мы ему скажем, то есть какой-то метод вызывать или чего-то делать, в общем. Здесь конкретно через лямбду это тоже отдельная история, в общем. Что такое таймер рассказал, в общем, каждую секунду у нас будет вызываться decrease state элемент, то есть передаваться туда вот health current, то есть он отнимает 1 единицу нашего хп, и здесь каждую эту секунду происходит. И поставил другой таймер, который каждые 5 секунд нам увеличивает максимальное наше значение, максимальное количество хп. Окей, хорошо. Мы это сделали, это для теста сделали, теперь мы можем зайти в наш проект и увидеть, что вот наши хп, и вот он их отнимает, и вот он все принимает, и вот они все учитываются. То есть каждые 5 секунд у нас добавляется наше максимальное значение, и каждую секунду у нас отнимается. То есть вот у нас уже есть. То есть, соответственно, теперь, когда мы вызовем increase или decrease из любого точки нашего кода, то у нас уже будет работать отображение. Но тут есть маленький нюанс. Все это здорово, но это происходит постоянно. То есть он постоянно будет пытаться получить овнера, он будет постоянно пытаться get controller, и он будет get main hood, делать это все проверки. Это все очень-очень-очень громоздко. Мало того, что это громоздко, нам нужно все это подключить. То есть у нас должен быть подключен main hood, progress bar, контроллер наш, character наш, они очень огромные. Мало того, что подключен, мы попадаем в зависимости. То есть, если что-то с ними случится, у нас отваливается и этот виджет. Точнее, эта компонента отваливается. У нас не виджет зависит от компонента, зависит от виджета. То есть, это огромная-огромная проблема. И нас это не устраивает. И это подводит нас к другой теме. К теме, как это все сделать по-другому. Проще, чтобы у нас не было зависимости, компоненты от всего вот этого вот, и все это работало быстро. Эта тема называется делегат. Делегаты. Вот. И такой паттерн проектирования, как Event Bus. Помимо этого, также тут тема еще напрашивается другая, это макросы, потому что помимо того, что нам нужно делать проверки постоянно, в идеале было бы еще нам оповестить о том, на какой строчке это было. Ну, то есть у нас на какой строчке не прошел тот или иной условно каст. То есть вот здесь вот, допустим, это вот так вот. Я не помню, как там этот макрос называется. UELog, по-моему, как-то так. UELog, да. И сюда он принимает в себя штуки. И определенные штуки, если туда передать, то когда он зайдет сюда, то он вот эту строчку нам подсветит. И мы будем знать, в каком методе это выполнено, в каком классе это выполнено, и на какой строчке у нас проблемы. Это очень удобно, чтобы мы понимали, где у нас возникла проблема. То есть мы смотрим логи и видим, что у нас надпись вылетает при каком-то действии, что у нас здесь проблема. И мы должны написать свои макросы, которые будут удобны. То есть в следующий раз мы рассматриваем делегаты, чтобы мы не занимались вот этим вот постоянным get owner, прочее. Конечно же, можно было бы записать их изначально в указателе и хранить там, и тогда нам не надо было бы получать, но нам все равно нужно было бы делать проверку. То есть если не character, то есть мы потеряли условно кого-то из вот этой цепочки, ну, вначале мы проверяем всегда финальную, да, если мы потеряли, допустим, стамина бар, мы только ее записали, да, то мы проходим вот эту вот штучку всю, но мы не избавляемся от того, что нам нужно это все подключить, и нам нужно все это помнить, и, в общем, зависимости и прочее, это плохо, В общем, в следующий раз разбираем делегаты и event bus. Там subsystem подъедет, история тоже, ну, в общем, будет интересно. Ну, а на этом все, всем спасибо, кто смотрел, всем спасибо, кто слушал. На Discord ссылка в описании. Всем пока.